Среди всех новых персонажей Notcry, Прюн может показаться одной из самых неприметных. У нее нет огромных цифр на экране, нет большого урона, который способен удалить босса за одну ротацию, и нет механик, вокруг которых строится целая команда. Но именно такие персонажи зачастую оказываются самыми ценными в долгосрочной перспективе. Прюн — это анема саппорт и саб-ДД, чья главная задача заключается не в том, чтобы наносить основной урон самостоятельно, а в том, чтобы делать сильные персонажи еще сильнее. Ее умение построено вокруг бафа атаки для команды, а также дополнительного урона вне поля боя, благодаря чему она легко находит место во множестве современных составов. Однако есть важный нюанс. В отличие от классических баферов, Прюн сама во многом зависит от атаки. Чем выше ее собственная атака, тем сильнее становится ее усиление. Из-за этого она особенно хорошо раскрывается рядом с другим персонажем, который также способен увеличить атаку команды, создавая своеобразный эффект снежного кома, когда каждый новый баф усиливает следующий. Дополнительным преимуществом становится ее принадлежность к ведьминскому шабашу. Благодаря этому Прюн получает доступ к уникальным синергиям внутри архетипа и может использовать свою пассивку без каких-либо компромиссов. Становится отличным дополнением для команд вокруг Николь, Дюрина и других персонажей из ведьминского шабаша. Но при этом важно помнить, что Прюн редко становится персонажем, который самостоятельно меняет силу команды. Ее потенциал раскрывается тогда, когда у вас уже есть хороший бафер атаки и ДД, которые скалируются от атаки, которых можно усилить еще сильнее. Именно поэтому ее ценность напрямую зависит от состава вашей команды и персонажей, вокруг которых вы строите свою команду. Выбор оружия. Как и в случае с Николь, выбор оружия для Прюн во многом сводится к одной простой задаче – набрать как можно больше атаки. Дело в том, что ее бафы напрямую зависят от собственных характеристик. Чем выше атака Прюн, тем сильнее становится ее вклад в общую эффективность команды. Именно поэтому многие катализаторы, которые обычно считаются просто хорошими стат-палками, на ней показывают себя значительно лучше, чем на большинстве других саппортов. При этом Прюн не слишком требовательна к оружию, ей не нужны крит-статы или сложные условия активации пассивных эффектов. В большинстве случаев достаточно высокой базовой атаки и дополнительных бонусов к атаке, чтобы персонаж уже начал выполнять свою роль на отлично. Гептада ангелов. Один из лучших вариантов для Прюн. Оружие дает огромную базовую атаку и большое количество полезных характеристик, которые напрямую усиливают ее бафы. Благодаря этому Прюн значительно легче достигает комфортных показателей атаки, без необходимости искать идеальные роллы в артефактах. Конечно, часть пассивного эффекта связана со щитами, а значит использовать не получится полностью. Но даже без этого сырые характеристики оружия настолько сильны, что оно остается одним из лучших вариантов. Небесный Атлас. Один из лучших вариантов для Прюн. Если говорить о чистой эффективности характеристик, то Небесный Атлас находится среди лучших вариантов для Прюн. Высокая базовая атака и дополнительный процент атаки идеально подходит под ее механику, напрямую усиливая как бафы команды, так и собственный урон персонажа. Пассивный эффект здесь играет второстепенную роль. Основная ценность оружия заключается именно в огромном количестве атаки, которое оно предоставляет. Память о пыли. Еще одна отличная стат-палка для Прюн. Хотя механика оружия традиционно ориентирована на персонажей под щитом, даже без полной реализации пассивки, оно остается крайне сильным благодаря высокой базовой атаке и дополнительной атаке. По эффективности память о пыли находится очень близко возле Небесного Атласа, и зачастую выбор между ними зависит исключительно от доступного оружия на аккаунте. Око клятвы. Пожалуй, лучший 4-звездочный вариант для большинства игроков. Оружие одновременно дает атаку, восстановление энергии, комфортную генерацию энергии через пассивный эффект. Благодаря этому Прюн может намного стабильнее использовать ульту каждую ротацию, не жертвуя своей собственной характеристикой. История Додоко. Неожиданно хороший вариант для фри-то-плей игроков. История Додоко предоставляет большое количество атаки и дополнительно усиливает заряженные атаки, что позволяет Прюн поддерживать высокий показатель собственной атаки, практически без дополнительных требований.
Конечно, по общей эффективности оружие уступает лучшим пятизвездочным вариантам, но среди бесплатных решений оно выглядит очень достойно. Кодекс Фавония. Самое комфортное оружие в списке. Если ваша команда испытывает проблемы с энергией или Прюн является единственным анема персонажем в команде, Фавониус может оказаться даже полезнее некоторых вариантов с большим количеством атаки. Дополнительные частицы помогают всей команде быстрее восстанавливать ульту и делают ротацию значительно стабильнее. Однако за это приходится платить частью собственного бафа, поскольку для работы Фавониуса потребуется собрать крит шанс вместе с дополнительной атакой. Поэтому выбор не для максимальных цифр, а для максимального комфорта. Артефакты и характеристики. В отличие от многих современных саппортов, Прюн не требует сложной сборки и охоты за идеальными критами. Ее задача предельно проста. Набрать как можно больше атаки и поддерживать стабильную работу своих способностей. Именно поэтому собрать Прюн достаточно комфортно. Большинство ее лучших сетов либо напрямую усиливают команду, либо помогают увеличить ее собственную атаку, от которых масштабируются бафы. Изумрудная тень. Безоговорочно лучший сет для большинства команд. Главная причина проста. Снижение сопротивления через рассеивание остается одной из самых сильных механик поддержки в игре. Поскольку Прюн чаще всего выступает единственным анема-персонажем в команде, именно она становится главным носителем этого сета. Сет позволяет значительно увеличить урон всей команды практически без дополнительных условий. И отлично сочетается с ее ролью универсального саппорта. В большинстве случаев именно этот сет будет вашим выбором по умолчанию. Дар небес. Лучший альтернативный вариант. Если кто-то другой в команде уже использует изумрудную тень, или если команда строится вокруг нескольких сильных атака-скалирующихся персонажей, этот сет становится очень серьезным конкурентом. Сет предоставляет огромный бонус урона для всей команды и прекрасно сочетается с набором умений Прюн, который уже ориентирован на усиление союзников. Особенно хорошо этот вариант работает в командах через ведьминский шабаш с Николь, Дурином и другими персонажами этого архетипа, то есть ведьминского шабаша. Однако важно помнить, что этот сет обычно должен быть только у одного персонажа в группе. Если сет уже занят Николь, дополнительные выгоды от второго комплекта вы не получите. И крайний случай, если пока что нету идеальных вариантов сета, это комбинация 2+2, любой сет, любых сетов, которые дают атаку. То есть это может быть гладиатор, там может Семенава, то есть любой сет, который двумя частями дает силу атаки. Таким образом можно скомбинировать 2+2 сета и от обоих частей получить силу атаки. Основные характеристики. Часы. Атака или восстановление энергии. В большинстве случаев вариантом остаются часы на атаку. Но если ульта не успевает восстанавливаться каждую ротацию, можно перейти на восстановление энергии без серьезной потери эффективности. Кубок на атаку. Даже несмотря на то, что Прюн способна наносить собственный урон, ее главная ценность все же заключается в бафах. Поэтому кубок на атаку практически всегда оказывается сильнее элементального бонуса. Корона тоже на атаку. Очень редкий случай, когда персонаж практически всегда предпочитает корону на атаку. Криты для Прюн имеют второстепенное значение, а дополнительная атака напрямую усиливает ее основную роль в команде. Приоритет субстатов. Атака процентная, и атака обычная, беспроцентная, плоская, как там ее удобнее называть, и восстановление энергии. После достижения комфортного значения восстановления энергии, все остальные роллы желательно вкладывать в атаку. И рекомендуемые уже конечные показатели статов. Атака 2500+. Это комфортный диапазон, в котором Прюн уже начинает полностью выполнять свою роль как баффера. Чем выше этот показатель, тем сильнее становится ее вклад в общий урон команды. Восстановление энергии минимум 160. Чем больше, тем лучше, естественно. Для большинства команд этого будет достаточно, чтобы стабильно использовать ульту по откату. Если в команде есть персонаж с фавонием или дополнительный источник энергии, требования могут быть еще ниже.
И крит шанс и крит урон, по сути, он бесполезен для Прюн. Точнее, он не так приоритетен. Если получится собрать хорошие показатели, это хорошо, естественно. Но основная польза будет только если вы используете кодекс Фавония, чтобы чаще были криты. И можно было использовать пассивку Фавония. Команды и синергии. Если Николь можно назвать универсальным бафером, который подходит практически любому атакоориентированному персонажу, то Прюн гораздо сильнее завязан на правильную команду. Сама по себе она дает хороший баф атаки, доступ к изумрудной тени и дополнительный урон вне поля боя. Но ее настоящий потенциал раскрывается только тогда, когда активируется механика ведьминского шабаша. Именно поэтому большинство ее лучших команд строится вокруг второго члена команды из ведьминского шабаша. Прюн выполняет роль в команде Анема саппорта, наносит баф, точнее дебаф от изумрудной тени, бафает атаку, дополнительный источник урона вне поля боя и активирует синергию ведьминского шабаша. За счет этого она редко становится главным персонажем команды, но очень часто оказывается тем самым элементом, который связывает весь состав воедино. Теперь перейдем к выбору команд. Первая команда и, по сути, самая идеальная, это команда Варки. Здесь, по сути, все члены команды выступают в роли саппорта Варки, а основной ДД здесь именно Варка. Как я сказал, одна из сильнейших команд. И здесь, получается, вот Николь бафает силой атаки, плюс она щит дает. То есть хиллер в этой команде уже не нужен будет. Дюрин, он, скажем так, урон наносит, пира урон, как саб ДД. Но плюс он еще режет резисты у врагов для анема урона. Поэтому Варка больше урона будет носить. Ну и Прюн плюс здесь тоже во время активации ее ульты она увеличивает силу атаки Варки. И увеличивает урон тоже, который будет Варка наносить. Вот теперь вторая команда. Эта команда, по сути, для Венти ДД. Если у вас Венти со созвездиями, вы активировали его бафы ведьминского шабаша, плюс у него Сигна новая, вторая, которую ему дали во время выхода бафов ведьминского шабаша. Его можно в роли ДД использовать. Николь опять же здесь вешает щит, увеличивает силу атаки и, ну, бафает, короче. Прюн здесь то же самое делает, она усиливает Винти. Ну и Дюрин, он слегка как саб-ДД. И режет резисты на врагах анема элемента. И команда с Ганью, ну, точнее с крио-персонажем через Тайни, ее можно применить к другим персонажам. То есть здесь Ганью можно заменить на Ризли или на Воина, вот этот, который скоро выйдет. Его тоже можно сюда поставить, по сути. Эта команда получает, точнее, основной ДД, то есть это Ганью, Ризли или Лоин, получает баф атаки, бонус урона, дополнительный оффилд урон, то есть от Дюрина. И щит, который предоставляет Николь. Как я говорил, если для Ризли большое количество атак бафов делает его удары значительно сильнее, а дополнительный урон от саппорта помогает поддерживать высокий общий ДПС. Ну и если решим вот Лоина поставить, тут по сути то же самое. Ну то есть эта команда вот под криво персонажей фактически. С Аякой я не знаю, на самом деле, может быть с Аякой тоже будет работать, но Аяка-то в основном играет, ей, конечно, можно играть через Тайни, но ее, как бы сказать, традиционно ее собирают в Криол сет, то есть она чисто через заморозку играется обычно. И теперь, по сути, фактически то же самое, только с Мавуйкой. Здесь вот Николь вешает щит, бафает на силу атаки, Прюн тоже выступает в роли бафера. Ну и Шион нарежет резисты на целях и плюс помогает плюс-минус быстрее набрать ульту Мавуйки. И практически тот же самый вариант, но для Арлекина. За тем исключением, что здесь будет у нас через испарение. Здесь в идеале иметь Елан, если она у нас есть. Если нету, то вот Синтю можно использовать. Ну а дальше тут то же самое. Николь саппортит и Прюн тоже саппортит.
И теперь геймплей за Прюн. Как, в принципе, работает Прюн? Ее основной геймплей фактически через ульту, то есть как у Беннета. Ультанули и все, и ушли на остальных саппортов и на ДД. Если вкратце, то у Прюн ее элементальный навык, он поглощает элемент и превращается в молот истребления бедствий. Видите? Скилл поменялся. Эта атака теперь нанесет урон поглощенного элемента. То есть сейчас будет урон Гидра. Был бы, если бы я сразу атаковал. Вот этот молот истребления бедствий, это по сути основная фишка Прюн. Вот, видите, Гидра урон был. Вот этот, когда молот наносит урон и происходит рассеивание, он активирует все остальные бафы Прюн. Сам баф работает 5 секунд. И можно подумать, что какой-то странный баф на 5 секунд, как будто как у Сары баф, ее баф, который работает, кажется, 10 секунд, если не ошибаюсь. То есть он чисто подрайден. Но вся фишка тут в том, что при использовании ульта, если атакует и развеивает, она вызывает вот этот... вон, видите, молот падает. Во, видели? Вот этот молот теперь будет постоянно атаковать и поддерживать баф Прюн активным. Баф Прюн заключается в том, что если активирован ведьминский шабаш, то он увеличивает силу атаки Прюн на, если я не ошибаюсь, на 60%. Да, сила атаки Прюн на 60%, а атаку того, кто в данном случае на активной, на поле боя находится, и произошла реакция рассеивания, то будет 30% урон. Другой баф заключается в том, что при активации вот этого молотка урон обычный, заряженный и атаки в падении будет увеличиваться на 0,025% сверх 2000 сил атаки Прюн. То есть вся остальная атака, которая выше 2000 у Прюн, она будет участвовать в бонусе увеличения урона обычной, заряженной и атаки падения, элементального навыка и взрыва стихии. То есть, короче, она все типы урона бафает фактически на 50%. Это не вне зависимости, если есть ведьминский шабаш или нет. То есть, это вот один бонус ее. А как я сказал, вот этот нужен именно ведьминский шабаш, чтобы активировать бонус увеличения силы атаки. И как таково, то есть все по ее умениям. То есть фактически ей желательно именно вот эту ульту вкачать по полной, чтобы получить полный бонус, полный эффект. И тут, собственно, все дальше просто. Активируем бафы остальных членов команды, переходим на Прюн, собираем ульту, активируем ульту, точнее, ну да, собираем энергию, активируем ульту. Желательно, чтобы у Прюн было очень много восстановления, чтобы она могла ульту по ротации активировать. И все. Активируем ульту, активируем бафы других членов команды. И на основного ДД. И все. И тут как бы дальше наносим урон, разносим все, что движется. И все тому подобное. И все. Это весь ее геймплей. Он не сложный, может быть вначале запутанный, но он не сложный.